Привет, друзья мои. Когда я предложил эту задачу отличнице из 10 класса Маше, она была в замешательстве, она применила свойства биссектрисы, несколько раз теорему Пифагора, еще несколько подобий и написала очень много. Конечно, решил эту задачу. Ну, я показал ей решение. Для 8 класса она была, конечно, в шоке, что эту задачу можно разбить очень просто. Итак, что у нас дано? Итак, дан прямоугольный треугольник АБС, и в нем проведены высота CH и биссектриса, внимание, угла ACH. Это СК не биссектриса всего треугольника, а всего лишь угла, либо треугольника ACH. Вот, голубенькие углы равны. Все. Отрезок KH 4. Катет СБ равен 20. Нужно найти площадь этого треугольника. Попробуйте решить эту задачу, а мы покажем совершенно секретный код. Ну что, погнали. Итак, первое, что нужно вспомнить, вот такое простейшее свойство высоты прямоугольного треугольника. О чем оно заключается? А в том, что вот этот уголок равен этому уголку. А почему они равны? Каждый из них дополняет вот этот угол-кружочек до 90 градусов. Действительно, из нижнего правого прямоугольного треугольника сумма острых красного и кружочка 90, и из большого сумма острых красного и кружочка 90, красные углы равны. Все. А дальше вот это угол 1. Это внешний угол для вот этого косячка, правильно? Он равен сумме двух внутренних, несмежных с ним, красного и вот этого, голубенького. Но, внимание, а вот этот угол 2, он тоже равен сумме красного и голубенького. Значит, углы 1 и 2 равны. В этом и заключается все, ребята, решение. В этом секретный код. То есть вот этот треугольник весь равнобедренные. Это известно еще с 7 класса. Ну, тогда следует, что вот этот отрезочек будет равен вот этому и будет равен 20. Ну, тогда вот этот отрезочек будет равен 20 минус 4. Сколько? 16. Здорово. И по Пифагору из этого треугольника доходим, что вот этот отрезочек будет равен 12. 20 в квадрате минус 16 в квадрате. Извлекаем корень 20. 12. А теперь все убираю. Ну, дальше искать площадь просто. Многие уйдут на подобие, я уверен, вот этого треугольника и большого. Они же подобны, а это египетский, тут известна гипотенуза, а двадцаточка катет для того, но я поступлю иначе. Посмотрите, как я поступлю. Я скажу, что катет есть средняя пропорциональная между гипотенузой и проекцией этого катета на гипотенузу. Посмотрите, как это просто. 20 в квадрате равно х умножить на 16х равно 25. Площадь мгновенно доходится как произведение половины гипотенузы, которая теперь 25, на высоту, проведенную гипотенузе, которая 12, 1,6, 150, задача решена. Ну, согласитесь, симпатично? Ну, симпатично. Ну, ставьте лайки, не ставьте, я сам балдею от этих сумасшедших красивых задач. Таким образом, наше решение заключилось в том, чтобы вот запомнить вот эту штуку. Невероятно красивый факт, что это равнобедренный треугольник, но самые сильные могут решить задачу, конечно, в общем виде и взять вот этот отрезок длины m, ну а весь этот катет длины n, и тоже найти площадь треугольника ABC, выраженную через m и n. И это будет здорово, это силачи. До новых встреч, с вами был Валерий Казаков, пока.